Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем кубанку крючком интересным двухцветным двуслойным узором. Подобный узор был на моем канале, но это немного другой способ, так что если интересно, присоединяйтесь. Сначала мы будем вывязывать основу узора. Я набрала 22 воздушные петли. Теперь делаю накид на крючок и в четвертую петлю цепочки, в четвертую петлю от крючка буду делать накид. В этом ряду у нас будет всего 20 столбиков с накидом. Вывязываем столбик с накидом в каждую петлю цепочки. Таким образом у нас в конце ряда окажется 20 столбиков с накидом. Этот ряд будет установочный. Таким образом мы провяжем ленту, равную обхвату головы, для того, чтобы потом вывязывать на ней узор. Я провязала первый ряд. Теперь вяжем дальше. Дальше у нас будут ряды повторяться. Делаем 3 воздушные петли подъема и распределяем петли следующим образом. Здесь у нас уже есть столбик. Следующий. Вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Накид на крючок. Петлю пропускаем на основании. В следующую провязываем столбик с накидом. И далее вяжем последовательно 13 столбиков с накидом в каждую петлю основания. Таким образом, всего у нас в середине будет 14 столбиков с накидом. Пять. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И последний 14 столбик. Всего у нас в середине 14 столбиков с накидом. Воздушная петля, накид на крючок, пропускаем петлю основания, в следующую вяжем столбик с накидом, заканчиваем ряд столбиком с накидом. Следующие, все последующие повторяют вот этот ряд. То есть все ряды вяжем одинаково, вяжем вот такую полоску, равную обхвату головы. 3 воздушные петли подъема. И точно так же, как вот предыдущий ряд. Сюда столбик с накидом, воздушная петля. И теперь 14 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13 и последний 14 столбик. Связали 14 столбиков, воздушная петля, накид на крючок, столбик с накидом предыдущего ряда и закончим ряд столбиком с накидом. Так вяжем все остальные ряды. Вяжем полосу, равную обхвату головы. Связалась полоса, равная обхвату головы. Теперь начинаем вывязывать узор. Узор состоит из 4 рядов, повторяются. Закрепляюсь на полосе, 3 воздушные петли подъема и вытягиваю 3 петли. Сейчас буду вязать пышный столбик. Провяжу сначала накида, потом 2 петли на крючке, 2 воздушные петли. И в это же основание провяжу еще один пышный столбик, вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь свяжу цепочку из 15 воздушных петель. Связали цепочку из 15 воздушных петель. Теперь делаем накид на крючок и прикрепляемся с другой стороны полосы. Вытягиваем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание вытягиваю 4 петли, вяжу пышный столбик. 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Готов первый ряд. Цепочка из 15 воздушных петель. Делаю 3 воздушные петли подъема, поворачиваю вязание. На камеру неудобно показывать, но когда просто так вяжешь, очень удобно на самом деле. Прикрепляться будем к верхней цепочке. Двигаемся вверх. Накид на крючок, соединяем 2 цепочки. Вытягиваем 3 петли. 2, 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок и в это же основание пышный столбик, вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Теперь свяжу цепочку из 16 воздушных петель. Связали цепочку из 16 воздушных петель. Теперь прикрепляемся к следующей стороне. Также соединяем
2 цепочки, по ленте двигаемся вверх, делаем накид на крючок и соединяем 2 цепочки. Вытягиваем 4 петли, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание пышный столбик вытягиваю 4 петли, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Следующий ряд: 3 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. Мне на камеру делать неудобно, но в реале это нормально будет. Все. Вяжем 3-й ряд. Прикрепляться будем выше к цепочке. Соединяем цепочки, накид на крючок и вяжем пышный столбик. Сейчас вытягиваю 3 петли, 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание вытягиваю 4 петли, вяжу пышный столбик, 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Теперь вяжу цепочку из 17 воздушных петель. Связали цепочку из 17 воздушных петель. Теперь закрепляемся к следующей стороне. Соединяем цепочки. Так. Накид на крючок. Вытягиваю 4 петли и вяжу пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание пышный столбик вытягиваю 4 петли, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. И последний ряд: 3 воздушные петли подъема, последний ряд узора, 4. Провязали уже 3 цепочки. Сейчас будем вязать ромб. Так, поворачиваем вязание, соединяем цепочки, накид на крючок и вытягиваю 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли, накид на крючок, и в это же основание пышный столбик вытягиваю 4 петли, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе и 2 петли на крючке вместе. Продолжаем, вяжем цепочку из 9 воздушных петель.
Связали цепочку из 9 воздушных петель. Теперь нам надо соединить цепочки вместе. Вводим крючок посередине, сверху самого первого ряда. Протягиваем крючок под цепочками, захватываем цепочку из 9 петель и протягиваем через место, там, где мы прикрепились. Провяжем столбик без накида. Соединим цепочки вместе. Сюда прикрепляться мы будем только один раз. Далее у нас прикрепляться будем к ромбу, к углу ромба. Сейчас наберу 9 петель. Будем вязать тунисской техники. Всего у нас квадрат будет состоять из 10 петель. Набираю петли, пока у меня на крючке не окажется 10 петель. На крючке 10 петель. Закрываем ряд сначала одну, потом по 2 петли. Провязали первый ряд. Таких рядов у нас будет всего 7. Опять поднимаем петли. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На крючке 10 петель, закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Поднимаю петли третьего ряда, также до тех пор, пока на крючке не окажется 10 петель. На крючке 10 петель, закрываю сначала одну, потом по 2 петли. Напомню, таких рядов нам надо связать 7. Готов третий ряд. Вяжем четвертый, поднимаем петли до тех пор, пока на крючке не окажется 10 петель. На крючке 10 петель, закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Готов четвертый ряд, приступаем к пятому ряду. Поднимаем петли до тех пор, пока на крючке не окажется 10 петель. На крючке 10 петель,
Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Пять рядов готовы. Приступаем к 6-му. Также поднимаем петли до тех пор, пока у нас не окажется на крючке 10 петель. На крючке 10 петель. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. И последний 7-й ряд. Поднимаем петли до тех пор, пока у нас на крючке не окажется 10 петель. На крючке 10 петель. Закрываю сначала одну, потом по 2 петли. Так, ромб готов. Теперь его надо присоединить к другой стороне полосы. Опять соединяем цепочки. Делаем накид на крючок. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. 2 петли вместе. 2 воздушные петли. Накид на крючок, и в это же основание вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу пышный столбик. Провяжу сначала накиды и 2 петли на крючке вместе. Вот готов 4-й ряд. И далее повторяем с 1-го ряда. Делаем 3 воздушные петли подъема. Будем опять вязать 3 цепочки и потом ромб. Присоединяться будем к углу ромба. Цепочка 15, 16, потом 17 воздушных петель. Так, покажу 1-й ряд и последний. 3 воздушные петли подъема. Соединяем цепочки. Вытягиваю 3 петли. 2, 3. Провяжу накиды вместе. И 2 петли на крючке вместе. 2 воздушные петли. Накид на крючок. В это же основание вытягиваю 4 петли. Провяжу пышный столбик. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе. 2 петли на крючке вместе. Вяжу цепочку из воздушных петель. Нам надо провязать 15 воздушных петель. Первая цепочка 15. 2-й ряд будет 16, 3-й 17. То есть повторяем узор с 1-го ряда. Связали цепочку из 15 воздушных петель. Ромб пока не трогаем. Присоединяемся к следующей стороне, соединяем цепочки.
накид на крючок и вытягиваю 4 петли и вяжу пышный столбик. 1, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли и пышный столбик из 4 петель в это же основание. Вытягиваю 4 петли. 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, 3 воздушные петли подъема и приступаем ко второму ряду. 2 ряда следующих свяжите самостоятельно, а последний 4 покажу, как прикрепляться. Вот связались 3 цепочки. Покажу 4 ряд, как мы будем прикрепляться. И далее у нас будет так узор повторяться с 1 по 4 ряд. 3 воздушные петли подъема. Находим цепочку, с которой будем соединяться. Делаем накид на крючок. И сейчас буду вытягивать 3 петли. 1, 2, 3. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе, 2 воздушные петли. В это же основание пышный столбик вытягиваю 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провяжу накиды вместе, 2 петли на крючке вместе. Теперь провяжу цепочку из 9 воздушных петель. Провязала цепочку из 9 воздушных петель. Теперь прикрепляемся. Прикрепляться будем к углу ромба и стягивать цепочки. Ввожу крючок в угол ромба. Теперь крючок провожу под цепочками. Захватываю цепочку, которую мы только что провязали. И петлю сейчас протянем через угол. Под цепочками через угол. Вытянуть, закрепляем. Теперь на цепочке поднимем 9 петель, как при тунисском вязании. Всего у нас на крючке должно оказаться 10 петель. На этих 10 петлях мы будем вязать квадрат, будем вязать всего 7 рядов. На крючке 10 петель, 10-я, да. Закрываем сначала одну, потом по 2 петли. Провязали первый ряд и далее вяжем еще 6. Все так же, как мы вязали вот в первом ромбике. Связалась такая вот полоса с узором, равный обхвату головы. Эта основа может быть для повязки, для шапки, для кубанки, для сумки. Потом пришла мне еще идея, корзину можно, наверное, сделать из джута таким узором. В общем, вариантов очень много.
Но мы сегодня будем делать кубанку. Складываю полотно лицо к лицу и соединю столбиками без накида по заднему шву. Теперь решила обвязать. Обвязываю столбиками без накида, но буду захватывать еще один, то есть захватываю 2 последних столбика, чтобы не было промежутков. И это дополнительно еще укрепит наш край. В каждый столбик, получается, я провязывала по 2 столбика без накида. И таким образом мы будем провязывать по всей окружности. Теперь обвяжу своим любимым способом, контрастным цветом. Вытягиваю петлю, оборачиваю 2 петли и провяжу их вместе. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, 2 петли, образовавшиеся, оборачиваю нитью и провязываю их вместе. Это дает нам зубчатый край, что-то напоминает рачий шаг. Таким образом обвязываем также по всей окружности. Это будет низ изделия. Теперь свяжем дно. В скользящую петлю 16 столбиков с накидом, стягиваю нить, соединительным столбиком замыкаю вязание и приступаю к следующему ряду. 3 воздушные петли подъема. Теперь в это же основание, в этот же столбик провяжу лицевой рельефный столбик. Таким образом, на каждом столбике из 16 мы будем провязывать так. Следующий столбик. Накид на крючок, вяжу обычный столбик. И в это же основание, за этот же столбик, провязываю лицевой рельефный. Таким образом, в этом ряду у нас будет чередоваться обычный столбик, лицевой рельефный, обычный столбик, лицевой рельефный. И всего в круге у нас будет уже не 16, а 32 столбика. То есть в каждый столбик мы провязываем сначала обычный, потом за этот же столбик провязываем лицевой рельефный. Так до конца круга. В следующем ряду вяжу обычный столбик обычным столбиком, а из лицевого рельефного предыдущего ряда вывязываю 2 лицевых рельефных. Вывязываю первый лицевой рельефный и второй лицевой рельефный из этого же столбика предыдущего ряда. Провязали. Обычный столбик предыдущего ряда вяжу обычным столбиком с накидом. И так продолжаю до конца ряда. То есть чередуем 2 лицевых рельефных, обычный столбик. Из лицевого рельефного вывязываем 2 лицевых рельефных, а обычные столбики предыдущего ряда провязываем обычным столбиком с накидом.
Следующий ряд. В этом ряду мы начинаем прибавлять, в этом ряду и во всех последующих начинаем прибавлять столбики, которые находятся между лицевыми рельефными. То есть в этом ряду мы из одного обычного столбика вывязываем 2 изнаночных столбика, а 2 лицевых рельефных провязываем неизменно. И мы будем лицевые рельефные столбики провязывать так до самого конца по рисунку. А прибавлять будем петли изнаночные, которые находятся в секторе между лицевыми рельефными. То есть вот сейчас мы дошли до обычного столбика, который находится между лицевыми. Провязываем его изнаночным и прибавляем. Провяжем еще один изнаночный рельефный. То есть в каждом круге прибавляем по одному столбику изнаночному между лицевыми рельефными столбиками. И теперь лицевые рельефные, вот по 2, мы будем провязывать неизменно. Вяжем до нужного вам диаметра. А в этом ряду у нас получится чередование 2 лицевых рельефных, 2 изнаночных рельефных. Так будем вязать до конца ряда. В следующем ряду у нас уже будет не 2 изнаночных столбика между лицевыми, а 3. И так постепенно прибавляем. В этом ряду продолжаем прибавлять изнаночные столбики. В прошлом ряду у нас было 2 столбика изнаночных рельефных, в этом будет 3 изнаночных рельефных. То есть провязываю второй, и из этого же основания провязываю третий. Лицевые рельефные у нас провязываются неизменно, теперь по 2. Прибавляем по одному столбику в каждом круге, в каждом секторе из изнаночных рельефных. То есть здесь мы чередуем, в этом ряду у нас будет 2 лицевых рельефных и 3 изнаночных рельефных. Прибавляем столбик на 1. В следующем круге будет 4 и так далее. Вяжем до нужного диаметра.
связалось дно. Между лицевыми рельефными у меня 7 изнаночных столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делала прибавление только в секторе из изнаночных рельефных столбиков. По диаметру получилось 20 сантиметров. Теперь пришиваю дно. Я наметила маркерами. Хотела контрастной нитью, не понравилось. Решила обвязывать все-таки зеленым. Обвязываю тем же самым способом. Ввожу крючок, вытягиваю петлю, оборачиваю эти 2 петли и провяжу их вместе. То есть тем же способом, как мы обвязывали низ. Вот такой зубчатый край получается. Вот так это выглядит с изнанки. Довольно прилично. Продолжаем до конца. Вот такая кубанка получилась у меня. Творческого вдохновения вам. До новых рукодельных встреч!